Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Если вы не подпишетесь на мой канал за секунду и не поставите лайк. Секунда прошла. Все началось с того, что в класс Акиры Цубаки перевелся новый ученик Микита Юраби. В тот момент, когда она вошла в класс, казалось, что она уже излучает определенный уровень странности из-за своих резких движений и челки, закрывающей половину ее лица. Ей было поручено сидеть рядом с ним, и Цубаки изо всех сил старался быть любезным, предлагая свою помощь, если она в чем-то нуждалась. Однако с самого первого дня Юраби был заклеймен как чудак. Когда наступило время обеда, она сразу же уснула лицом вниз на своем столе. Когда несколько девочек подошли к ней, чтобы познакомиться поближе, она отказалась и сразу же снова заснула. Ее странное поведение обострилось во время урока математики, когда она ни с того ни с сего начала истерически смеяться, утверждая, что это из-за чего-то личного, чего она не может объяснить. Ее оправдания только еще больше разозлили их учительницу. С тех пор, из-за того, что она всегда спит на переменах и ни с кем по-настоящему не общается, у нее появилась репутация чудачки. Цубаки не подозревал, что все изменится за один день. Когда пришло время уходить, он заметил, что Юраби была последней, кто остался в классе, и разбудил ее. Когда она подняла голову, он заметил, что у нее текут слюнки, и они стекают на парту. Он объяснил, что ей пора идти домой, и она встала, чтобы уйти. Прежде чем она смогла полностью уйти, он привлек ее внимание и сказал, что у нее все еще немного слюны на подбородке, поэтому она вытерла ее перед уходом. Он повернулся и снова сосредоточился на лужице слюны, которая была на столе. Он позволил своим навязчивым мыслям взять верх, собрал немного слюны на пальцы и попробовал на вкус. Посасывая палец, он заметил, что слюна Юраби была довольно сладкой. Именно тогда он понял, что именно он делает, и мгновенно пришел в ужас. Он убежал из той комнаты так быстро, как только мог. Ночью ему приснилась девочка, которая держала его за руку, когда они бежали по незнакомому городу. Там они танцевали на крыше отеля, явно наслаждаясь моментом своей жизни. Эта девушка на самом деле Юраби. С тех пор этот сон не выходил у него из головы несколько дней. Несколько дней спустя Цубаки внезапно потерял сознание. Он простудился, и у него был такой сильный жар, что ему пришлось несколько дней оставаться дома. Его сестра была озадачена тем, что хотя врач сказал, что это была обычная простуда, температура у него все еще была довольно высокой. Пока он все еще лежал в постели, его сестра сообщила ему, что один из его одноклассников принес ему из школы какие-то раздаточные материалы. Однако он не ожидал, что этим одноклассником окажется Юраби. Когда она вошла в его комнату, он мгновенно вскочил со своего места от шока. Она даже не принесла подачки, как сказала. Она поудобнее устроилась на его кровати и в зловещей манере назвала его по имени и принялась объяснять, что его болезнь – это необычная простуда. Он испытал сильнейший шок в своей жизни, когда она сказала ему, что знает, откуда у него это. Каким-то образом она узнала, что он слизывал ее слюни с ее стола 2 недели назад. Когда он от изумления не произнес ни слова, она подняла руку, чтобы опустить маску, которая была на нем. Она приказала ему открыть рот. Когда он это сделал, она поднесла палец к рту и покрыла его своей слюной. Затем она засунула свой палец ему в рот и велела пососать его. Когда она убрала руку, он почувствовал, что чувствует себя относительно лучше. Его лихорадка прошла как по волшебству. Она объяснила, что поскольку он так давно не пробовал ее слюну, у него началась ломка. Причина, по которой ему было так плохо, заключалась в том, что он не мог поверить в то, что только что услышал. Ему нужны были ответы, поэтому он спросил ее, были ли в ее слюне какие-то химические вещества или бактерии, которые сделали его зависимым от них. Вместо того, чтобы дать ему больше информации, она рассмеялась над ним так сильно, что его комната затряслась от смеха. Когда она закончила кудахтать, она объяснила, что он томится от любви. Она предположила, что в тот момент, когда он увидел ее глаза, когда разбудил ее в тот преданный день, он влюбился в нее. И именно по этой причине он отреагировал так, почувствовав вкус ее слюней. После того, как она сообщила ему такую важную информацию, которая изменила его жизнь, она напомнила ему, что завтра ему нужно идти в школу, и вышла из его комнаты. Он действительно пошел в школу на следующий день. Когда занятия закончились, он был не готов к тому, что его будет ждать Юраби. Она хотела, чтобы они вместе пошли домой пешком. Когда они уже собирались расходиться, она снова намазала палец слюной и приказала ему облизать его. Он явно колебался, стоит ли это делать, но она предупредила его, что у него может снова начаться ломка, если он этого не сделает. Так что у него не было другого выбора, кроме как подчиниться. Это стало их ежедневной рутиной после школы. В какой-то момент он действительно влюбился в нее. Так вот, после одного из их занятий после школы, он собрал все свое мужество, на какое был способен, и признался, что любит ее, и попросил ее пойти с ним куда-нибудь. Но она хотела, чтобы он доказал ей это. Он хотел поцеловать ее, но она остановила его. Она сказала ему, что хочет чего-то оригинального, такого, что только он может придумать. Он внезапно достал из своего бумажника фотографию и заявил, что это девушка, в которую он был влюблен так долго. Он признается, что в тот момент, когда он слезал ее слюни, он забыл, что вообще был влюблен. Поэтому, чтобы продемонстрировать свою преданность ей, он разорвал ее на мелкие кусочки
и выбросил. Он заявил, что с этого момента она теперь его девушка. Внезапно ее рот наполнился слюной, которая стекала на землю. Она объяснила, что это происходит всякий раз, когда она счастлива. Затем она спросила его, девственник ли он. Когда он подтвердил, что девственник, она почувствовала облегчение от того, что они одинаковы. Затем она рассказала, что тогда, когда она внезапно рассмеялась во время урока, она действительно услышала голос. Он говорил ей, что Цубаки — это тот человек, с которым она будет заниматься сексом в первый раз. Естественно, он был поражен, услышав это. Он мог только наблюдать за ней, пока она шла домой. Перед тем, как окончательно уйти, она крикнула ему, что теперь она его девушка. Они были в школе, когда Цубаки решил спросить мнение своего друга Оина. Он попросил совета, что делать, если у него гипотетически появится девушка. Его друг ненадолго задумался и сказал ему, что им, наверное, стоит взяться за руки. Цубаки подумал, что это блестящая идея, поэтому, когда они с Юраби возвращались домой, он попытался взять ее за руку. Однако она отдернула свою руку. Когда он объяснил свое намерение, она сказала ему, что у них нет причин держаться за руки. Цубаки посетовал, что кроме того, что Юраби позволяет ему глотать ее слюни каждый день перед расставанием, не было никаких признаков того, что у них вообще были какие-то отношения. Поэтому он снова обратился за советом к Юна, и на этот раз тот сказал ему, что перед тем, как взяться за руки, они должны сначала пообщаться. Им следует поговорить об увлечениях друг друга и прочем. Так что он снова попытался сблизиться со своей девушкой. Прежде чем они расстались в тот день, он спросил ее, могут ли они немного поговорить. Он казался смущенным, поэтому спросил, чем бы она хотела заняться. Однако ее ответ удивил его. Она ответила, что хорошо обращается с ножницами. Чтобы продемонстрировать это, она заставила его подержать кусок ткани. Затем она достала ножницы из своих трусиков. С молниеносной скоростью она использовала ножницы, чтобы сделать цветок камелии, так как именно это означало его имя. Он был очень обеспокоен тем, что она демонстрировала свое нижнее белье парню. Однако она сказала ему, что не возражает, если это будет он. Когда она ушла, он решил, что может расценивать это как общение. Позже ему пришлось снова обратиться за советом к Юна, которая была не очень опытной. Он хотел знать, что на самом деле было до общения и держания за руки. Юна после недолгих размышлений о том, действительно ли у собаки есть девушка, ответила, что приветствие пришло первым. Он вспомнил, что действительно поприветствовал Юраби в первый раз, когда они встретились. Однако, несмотря на все его усилия думать об этом, он все еще не мог понять ее. Возможность представилась, когда его друг дал ему 2 билета на фильм, который он давно хотел посмотреть. Он рассматривал это как возможность для них с Юраби стать более похожими на пару. Он рассказал Юраби о том, как смотрел этот фильм в воскресенье, и она сказала ему, что у нее уже были планы на этот день. Это стало для него ударом, и, услышав это, он в отчаянии опустился на корточки. Он спросил ее, действительно ли он ее парень, поскольку на самом деле они не делали ничего из того, что обычно делают пары. Она сказала ему, что он ее парень, и что то, что он каждый день сосал ее палец, покрытый слюной, было их собственной связью. Чтобы доказать ему это, она привела его в храм, а затем в заброшенное здание. Когда они добрались до жуткой крыши с битым стеклом и разбросанными деревяшками, она заставила его сесть на стул. Затем она заставила его пообещать, что он будет держать глаза закрытыми, пока она не скажет ему открыть их. Затем она сказала ему, что засунет ему в рот свой покрытый слюной палец, но это была особая слюна, так что он должен подготовиться. Когда она это сделала, у него необъяснимо участилось сердцебиение. Его тело словно горело, и он был так возбужден без всякой причины. У него даже пошла кровь из носа. Тем временем Ураби внезапно оказался совершенно голым. Ее одежда беспорядочно разбросана по всему полу. Она объяснила, что он так себя чувствовал, потому что она передавала ему свое возбуждение через слюни, и это было возможно только потому, что он был ее парнем. Когда она привела себя в порядок, она вытерла кровь у него из носа и отвела его домой. Пока они шли, она сказала ему, что ее сердце тоже сильно бьется, на случай, если он не сдержит своего обещания. Когда он спросил ее, что бы она сделала, если бы он этого не сделал, она мгновенно достала из трусиков ножницы и нацелила их на него. Он быстро воспользовался своим блокнотом в качестве щита, а она использовала свои навыки, чтобы сделать из него бумажных человечков в качестве демонстрации того, что она умеет. Так бы с ним и поступили. Хорошо, что он сдержал данное ей обещание. Той ночью ему приснился еще один безумный сон, в котором он на самом деле занимался этим с Юраби. На следующий день, когда они гуляли, Юраби заметила, что он покраснел, и спросила его об этом, и он сказал ей, что только что вспомнил свой сон. Юраби хотела узнать, о чем он, но он сказал ей, что это секрет. Ни с того ни с сего она сунула палец ему в рот и, намазав его слюной, пососала его. У нее внезапно пошла кровь из носа. Оказывается, она каким-то образом узнала, что ему снилось. Он был ошеломлен, услышав это, и потребовал объяснить, как она это сделала, но вместо того, чтобы ответить ему, она заявила, что это секрет, и убежала от него. Цубаки не смог пойти домой с Юраби из-за дневного дежурства. Когда он зашел в класс, то случайно увидел, как его друг Юна целует девушку. Он был так потрясен, что когда они заметили его у двери, то сразу же разошлись. Судя по всему, Юна и девочка Ака были вместе с первого курса. Они держали это в секрете, поэтому Юна заставил его поклясться никому не рассказывать о том, чему он был свидетелем. Во время урока он не мог не заметить, что Юраби и он сам похожи на Юна и Оку. Как и они, никто на самом деле не знал, что они встречаются. Единственная разница заключалась в том, что эти двое уже целовались, в
в то время как Юраби и он были далеки от этого уровня. Он не мог не начать зацикливаться на самом акте поцелуя. По дороге домой Юраби захотел заехать в парк. Она намеревалась заранее сделать домашнее задание, так что Цубаки решил сделать и свое тоже. Пока они оба были заняты, он рассказал ей о том, как Юна и Ока целовались, когда он зашел к ним. В первом классе он был разочарован, когда она никак не отреагировала на то, что он затронул такую интимную тему. Он на мгновение растерялся, когда она внезапно спросила его, не хочет ли он ее поцеловать. Когда он признался, что хочет, она достала из своей сумки пробирку. Она попросила его подержать пробирку и встала, чтобы быстро покрутить ее в руках в течение нескольких секунд. Она попросила вернуть ей пробирку и поднесла ее к рту. Позволив своей слюне капнуть в пробирку, она попросила его попробовать ее на вкус перед сном той ночью. Он, конечно, был ошарашен, но какое это имело отношение к поцелуям. Но, как обычно, он сделал так, как ему сказали. Он почувствовал вкус слюны, когда остался один в своей комнате той ночью. В ту ночь ему приснилось, что он идет бок о бок с Юраби. Он увидел, как она кладет в рот конфету, и она заметила, что он наблюдает за ней, поэтому она тоже предложила ему сладости. Но вместо того, чтобы дать ему новый кусочек, как обычный человек, она подошла к нему и прижалась губами к его рту, эффективно передавая конфету ему. Рот и засовывает еще один кусочек себе в рот. Естественно, Цубаки был ошеломлен. Она объяснила, что поскольку он завидовал тому, что Юна целует его девушку, это был их первый совместный поцелуй. Он расстроился из-за этого и страстно сказал, что в первом поцелуе должны быть чувства. На следующий день, когда они в очередной раз возвращались домой, он рассказал ей о странном сне, который приснился ему после того, как он попробовал слюну из пробирки. Затем она попросила его пойти с ней в лес. Там она спросила его, не хочет ли он поцеловаться. Цубаки мгновенно покраснел, и ему потребовалось несколько мгновений, прежде чем он смог ответить. Затем он сказал ей, что им следует подождать, пока они по-настоящему не поймут чувства друг друга, прежде чем делать что-либо подобное. Затем он посмотрел ей прямо в глаза и покраснел, заявив, что она тоже согласна. В следующий раз, когда они были в школе, Цубаки задумалась о том, как именно они могли бы понять друг друга. Однако, когда класс убирал в классе, он заметил, что один из его одноклассников с интересом смотрит на Юраби. Он даже последовал за ней, когда она пошла выносить мусор. Позже, когда у него каждый день текли слюни, она сказала ему, что Агата, их одноклассник, пригласил ее на свидание. Он был удивлен этим и невероятно разозлился. Он узнал, что она сказала ему, что даст свой ответ на следующий день, поэтому он был полон решимости сообщить ей об этом. Агата, что она его девушка. Однако она сказала ему, чтобы он не вмешивался, и что это ее проблема. В ту ночь он был так расстроен, что Юраби не просто отвергла парня, так как он уже был ее парнем. Он начал задумываться о том, что она, вероятно, выбирала между ними двумя, особенно учитывая, что Агата был довольно популярен в футбольной команде. На следующий день, во время обеденного перерыва, он увидел, как его Юраби вышла из класса, а Агата следовал за ней по пятам. Он был так взбешен, что силой отобрал у Оя обед и проглотил его целиком. Тем временем Агата спросил Юраби о ее реакции, и она велела ему вместо этого закрыть глаза. Он немного растерялся, но все равно сделал это. Затем она намазала палец слюной и сунула его Агате в рот. Он был поражен и спросил ее, что она только что сделала, но вместо ответа она спросила его, не почувствовал ли он чего-нибудь необычного. Агата отрицал, что что-то изменилось. Затем она сказала ему, что он никогда не сможет быть ее парнем. Она ушла с понимающей улыбкой, оставив бедного парня в недоумении. Позже она рассказала Цубаки о том, как отвергла Агату. Он испытал огромное облегчение и выразил беспокойство по поводу того, что она выбирает между ними двумя. Услышав это, Юраби попросил его открыть рот, что он и сделал, не задавая вопросов. Она засунула ему в рот свои покрытые слюной пальцы, и через несколько секунд у Цубаки пошла кровь из носа. Цубаки запаниковал и спросил, почему это происходит. Она протянула ему нижнее белье, которое должна была надеть в тот день, и сказала, что на ней его не было. Я был ошеломлен и слушал, как она объясняла, что он был единственным мальчиком, с которым у нее была связь. Поскольку Агата не отреагировал так же, как он был ошеломлен, когда она заявила, что он ее парень. Он попытался обнять ее, но она увернулась от него и уже собиралась достать ножницы, как вдруг вспомнила, что на ней нет нижнего белья. Он просто достал ножницы из ее сумки и легонько постучал ими по своей голове, напоминая ему, чтобы он больше так ее не хватал. К радости Цубаки она держала его за руку, пока они продолжали идти. Цубаки заметил, что Оэна слишком много улыбается и захотел узнать, чему он так радуется. Его друг сказал ему, что причина, по которой он был счастлив больше обычного, заключалась в том, что он наконец-то увидел свою девушку в летней физкультурной форме. Разговор с ним заставил его задуматься о Юраби, который тоже был одет в обтягивающую футболку и шорты. Он был явно в восторге от этого. Внезапно он заметил, что кто-то подошел к его спящей девушке. Ака, девушка Ойна, пригласила Юраби пообедать с ней. Юраби согласилась, но только при условии, что она больше не будет ее будить, так как она никогда не обедает. Однако, когда она почувствовала, насколько вкусным был обед Аки, она снова проснулась. Ака предложила ей попробовать это блюдо, так как у нее был талант кулинарии. Цубаки и Оя были поражены, наблюдая за общением своих подруг. Остальная часть класса тоже была потрясена, увидев, как Юраби, затворник, делится едой с Окой. Когда они шли домой, Цубаки сказал Юроби, что он рад, что она разделила трапезу с Окой.
тем более, что она всегда одна в школе без друзей. Она сказала ему, что ей не нужны друзья с тех пор, как у нее появился он. Затем она предложила ему ежедневную дозу слюней, которую он с радостью принял. Они даже не подозревали, что кто-то на самом деле наблюдал за ними. На следующий день Цубаки и Ойна были на 7-м небе от счастья, так как первой темой дня была физкультура. Но их фантазии были разрушены, когда им было поручено сделать дзюдо в закрытом помещении, в то время как девочки участвовали в эстафетах на беговых дорожках. Одноклассница случайно подставила Ураби подножку, в результате чего она упала на землю. У нее была серьезная рана на правом колене, поэтому Ака, член комитета по здравоохранению, предложила отвезти ее к медсестре. Когда они приехали, медсестры не было дома, так что Аке пришлось самой обрабатывать раны Ураби. Когда она закончила, они распили напиток, который Ака хранила в холодильнике клиники. Несколько мгновений спустя, когда Ака села рядом с Юраби, она сказала ей, что хочет быть ее другом. Однако Юраби отклонила ее предложение, сказав, что ей не нужны друзья. Ака приняла ее решение, но заверила ее, что если она передумает, она будет рядом с ней. Когда они уходили, Юраби была потрясена, увидев, что ее правое колено тоже кровоточит. Когда она указала ей на это, Ока была сбита с толку. Юраби взяла со стола свой острый нож и нанесла себе небольшую рану на ладони. Затем она попросила Оку положить ей в рот ее покрытый слюной палец. Ака по понятным причинам не решалась это сделать, но Юраби потребовал, чтобы она поторопилась. Когда она сделала так, как ей было сказано, на ее руке тоже появилась небольшая ранка. Юраби объяснил, что у них также есть сильная связь друг с другом, поскольку она так отреагировала, когда выпила свою слюну. Ака была ошеломлена этим, но она сказала Юраби, что это может быть признаком того, что им суждено стать друзьями. Однако она ответила, что они все равно не смогут, поскольку она была не единственной, кто был связан с ней узами. Юраби был потрясен, когда Ака правильно догадалась, что она говорит о Цубаке. Очевидно, она видела, что они делали, но не была уверена, что именно. Она предположила, что пускала на него слюни. Ураби в конце концов ушла от нее и объяснила, что ей нужен только один человек, с которым она могла бы поддерживать связь, и что ей не нужны друзья. Она ушла от Аки, но не раньше, чем напомнила ей о необходимости должным образом обработать ее раны. Позже Юраби забыла, что она была ранена, поэтому, когда она пустила Цубаки слюни, у него также появились раны на ладони и коленях. Ей пришлось извиниться за то, что она ранила его. На следующий день Ака снова подошла к Юраби. Она на мгновение замолчала и закрыла глаза, чтобы сосредоточиться. Она открыла глаза и попросила Юраби тоже облизать ее палец, покрытый слюной. Юраби ничего не поняла, но все равно сделала это. Юраби была ошеломлена тем, что это было так сладко, самое сладкое, что она когда-либо пробовала. Ака была шокирована, услышав это, предположив, что они с Цубаки еще не добрались до первой базы. Когда она молчала несколько минут назад, она думала о том, как в первый раз поцеловала своего парня. Когда Цураби слезнула слюну и сочла ее сладкой, она, вероятно, сама никогда не целовалась. Ака тогда сказала ей, что она приготовила слишком много обеда и хотела бы, чтобы они разделили его с ней. Она сказала ей, что хотя они и не могут быть друзьями, они по крайней мере могут поладить, так что в итоге они пообедали вместе на улице. Мальчики из их класса показали классный трюк на уроке футбола. Они забрасывали мяч так далеко, что он долетал до забора, а на другой стороне у девочек были занятия по плаванию. Когда настала очередь Цубаки, он мог думать только о том, что увидит Юраби в купальнике. Внезапно он увидел ее среди деревьев, когда она вытиралась полотенцем. Он так отвлекся, что когда он бил по мячу, он не попал по нему и вместо этого упал на землю. Он мог только оплакивать свой упущенный шанс увидеть Юраби в купальнике. Когда они вдвоем возвращались домой, они ели фруктовое мороженое из-за необычной жары. Когда они выбросили палочки от мороженого, Цубаки заметил, что Юраби вспотел. Когда внезапно подул ветер, он почувствовал ее запах. Он понял, как сладко она пахла. Он наклонился к ней поближе, но Юраби увидел, что он делает. Она тут же попыталась вытащить ножницы из нижнего белья, и Цубаки перешел в оборонительный режим. Прежде чем она успела что-либо предпринять, она почувствовала капли дождя на своем лице. Собирался дождь, а у них обоих не было зонтиков. В итоге им пришлось укрыться под деревом. Робби пришлось подойти к нему поближе, чтобы не промокнуть под дождем. Их положение позволило ему снова насладиться ее запахом. Затем он спросил ее, пользуется ли она какими-нибудь духами, но она отрицала это. Она только заметила, что вспотела из-за жары. Она лизнула свою руку и сказала ему, что на вкус она как море. Желая узнать о ней побольше, он спросил ее, нравится ли ей море. Она ответила, что да, и что она ездит туда ежегодно. Затем она попросила его лизнуть ее руку, потому что на вкус она может быть как морская вода. Он сделал так, как ему было сказано, и был сбит с толку, когда увидел ее в купальнике, наслаждающейся пляжем. Он понял, что их связь может быть связана не только с ее слюнями, но и с ее потом. Иначе зачем бы ему читать ее мысли? Затем он спросил ее, не хочет ли она пойти с ним на пляж во время летних каникул. К его полному изумлению, она согласилась с улыбкой на лице. Он мог бы провести летние каникулы со своей первой девушкой. Однако все пошло не так, как он ожидал. Во время каникул они по-прежнему занимались своим обычным делом. Каждый день давали ему
ему его порцию ее слюней. Но прежде чем он успевал заговорить с ней о походе на пляж, она тут же отправлялась домой. Так продолжалось и дальше, и он понимал, что должен быть более настойчивым. В следующий раз, когда они встретились на тренировке, он схватил ее велосипед, прежде чем она успела отъехать. Она напомнила ей, что согласилась пойти с ним на пляж. Однако, поскольку она собиралась остаться со своим отцом на 3-4 дня, она сказала ему, что они могут сделать это на следующей неделе. Он был в восторге, услышав это. Когда им пришло время уходить, он был так взволнован. Несмотря на то, что он почти опоздал, ему все же удалось прийти вовремя. Он увидел ее и сразу же извинился за опоздание. Когда она обернулась, он был потрясен, увидев, какой загорелой она стала. Оказывается, ее отец жил рядом с пляжем, и она получила солнечный ожог от купания. Во время поездки на поезде он не мог прийти в себя от того, насколько по-другому она выглядела. Настал момент, которого он ждал, и он наконец смог увидеть Юраби в бикини, несмотря на то, что она была одета в перуанское платье, прикрывающее ее ягодицы. Несмотря на то, что она выглядела по-другому из-за загара, он все равно думал, что она горячая штучка. Они поели жареной лапши перед тем, как пойти купаться. Юраби была быстрой пловчихой, и он едва поспевал за ней. Она объяснила, что плавала с самого детства, так что у нее это неплохо получалось. Он нырнул под воду, чтобы как следует рассмотреть ее, и подумал о том, какая у нее красивая фигура. Однако ему хотелось, чтобы она сняла свое пальто. Юраби поймал ее на том, что она на что-то смотрит, пока он был под водой. Когда он вынырнул на поверхность, он решил, что просто любуется ее перу. Она объяснила, что надела его потому, что все еще жила в доме своего отца. Она всегда носила с собой ножницы, когда надевала бикини. От этого на ее коже остались следы. Она сняла свое перо, чтобы показать ему, и он так разволновался, увидев ее в плавках от бикини, что у него пошла кровь из носа. В поезде она спросила его, весело ли ему, и чтобы убедиться, засунула палец ему в рот. Затем она вынула палец, чтобы попробовать его слюни и понять, что он испытывает. У нее пошла кровь из носа, и Цубаки в отчаянии объяснил, что это, вероятно, из-за линии загара от ножниц на ее коже. Юраби тогда сказала ему, что она может показать ему это снова, когда они пойдут на пляж в следующем году. Цубаки ходил по магазинам одежды в городе, когда неожиданно встретил Аку. Затем она спросила, не собирается ли он за покупками на свидание. Когда он не ответил из-за смущения, она сказала ему, что им нужно вместе сходить за мороженым. Ему было неловко от этой идеи, и он явно колебался. Однако она спросила его, как часто они сталкиваются в городе с одноклассниками. Она схватила его за руку, но он все еще сопротивлялся. В конце концов она отпустила его, и он решил последовать за ней. Когда они ели мороженое, он спросил ее, что бы подумала Юна, если бы они были где-нибудь вместе. Она рассмеялась над его беспокойством и заверила его, что считает его заслуживающим доверия. Она сказала ему, что Куй, первое имя Юна, даже похвалил его за то, что он хороший парень. Цубаки удивлен, узнав, что Ака и Юна обращаются друг к другу по своим первым именам. В школе Ака рассказала Юрабе о своем разговоре с Цубаки. Она сказала ей, что они говорят о первых именах, потому что она и ее парень иногда называют друг друга ими. Ака начала озорно наблюдать за Юраби, когда она рассказывала о том, какой интересный Цубаки. Затем она внезапно сунула палец ему в рот, чтобы попробовать слюни Юраби на вкус. Это заставило ее покраснеть, как помидор, и она предположила, что Юраби думает о том, чтобы Цубаки назвал ее первым именем. Она продолжала дразнить ее, пока Юраби не встал и не ушел. По дороге домой Цубаки снова пожаловался на жару, поэтому он предложил им освежиться в парке. Когда они добрались туда, он сказал ей, что принесет им что-нибудь выпить. Когда он вернулся с 2 бутылками содовой, то обнаружил ее спящей на скамейке. Он подошел к ней и попытался разбудить, но, похоже, она крепко спала. Он несколько раз позвал ее по имени, даже тряс за плечи, но безрезультатно. Затем он наклонился и назвал ее Микото, ее первым именем, в первый раз. Как по волшебству, она проснулась и посмотрела на него. Она покраснела, и на ее лице была очаровательная улыбка. Он тут же предложил ей выпить газировки, которую принес, чтобы избежать неловкости. Ему захотелось снова назвать ее Микото, когда он вспомнил, как просияло ее лицо, но он был слишком взволнован, чтобы произнести хотя бы первый слог. В итоге он начал болтать о поющих цикадах в середине лета. Тем временем Юраби только разочарованно вздохнул. На следующее утро Цубаки решил сфотографировать Юраби после того, как ему приснился этот сон. Так вот, когда они были вместе, он попросил ее опубликовать фотографию. Сначала она колебалась, но все же согласилась. Он попросил ее улыбнуться, но она отказалась, так как было бессмысленно изображать улыбку на фотографии. Он попытался оттолкнуть ее, но она вместо этого отошла в сторону. В другой день он ждал, когда Юраби прибудет на мост, чтобы они могли отправиться домой, но она опаздывала. Внезапно его окликнул девичий голос. Это была Хаикава, его предыдущая пассия. Он был немного взволнован, разговаривая с ней, особенно когда она пригласила его выпить с ней кофе, чтобы они могли пообщаться. Но он отказался, объяснив, что ждет кое-кого. Она легко все поняла, поэтому сказала ему, что они могут заняться этим, когда он освободится. Она попрощалась с ним, а он остался ждать Юраби. Он решил посмотреть, не ждет ли его Юраби где-нибудь в другом месте, но когда он был потрясен, увидев ее сидящей на корточках у моста, она, по-видимому, уже была
провела там некоторое время и стала свидетелем его разговора с Хаяковой. Он начал объяснять, что это было совсем не то, о чем она подумала, но она пошла вперед, а он последовал за ней. Она вспомнила, что Хаякова была девушкой, в которую он был влюблен, поэтому он объяснил, что отклонил ее предложение. Внезапно он спросил, не рассердится ли она, если он выпьет кофе с Хаяковой. Юраби выглядел серьезным, когда она повернулась к нему лицом. Затем она сунула палец ему в рот и велела облизать его и высосать слюну. Когда он это сделал, по его щекам потекли слезы. Юраби объяснила, что ей было бы очень грустно, если бы он предпочел ей Хаякову. Ее эмоции заставили его прослезиться. Он заверил ее, что она та девушка, которую он любит, и что ничего из этого не изменится. Его слова заставили ее улыбнуться так искренне, что он на мгновение с нежностью посмотрел на нее. Затем он внезапно понял, что хочет сфотографировать ее улыбку, поэтому попросил ее сохранить это выражение лица. На нее не произвели впечатления его выходки, но она все равно согласилась. Однако вместо того, чтобы улыбнуться ему, она скорчила смешную гримасу. Цубаки был встревожен, увидев первую фотографию, но когда он посмотрел на нее, то пообещал, что будет дорожить ею. Он достал свой бумажник и положил туда ее фотографию. Увидев это, она так обрадовалась, что у нее снова потекли слюнки. Юраби была настолько впечатляющей в беге, что Едзима, один из членов команды по легкой атлетике, попытался завербовать ее. Однако она отказалась, так как не думала о вступлении в команду по легкой атлетике. Тогда Едзима просто взяла с нее обещание участвовать в эстафете в День поля. Цубаки была так поражена, что смогла не отстать от Едзимы, которая раньше была чемпионкой города. Она сообщила ему, что ее даже приняли на работу, но она не приняла этого. Оказывается, она думала о том, что не сможет пойти с ним домой после школы, если согласится. Он был так тронут ее заботой, что попытался обнять ее. Как обычно, ей снова удалось увернуться. Некоторое время спустя Цубаки заболел по-настоящему. У него была настоящая простуда, поэтому он остался дома. Ака сказала Юраби, что она кое-что сделала для Юна, когда он болел, и что это каким-то образом помогло ему почувствовать себя лучше. После школы Юраби отправился в гости к Цубаки. Он был очень рад ее видеть, несмотря на то, что ему явно было очень плохо. Он сказал, что это напомнило ему о том времени, когда она впервые навестила его перед тем, как они собирались куда-нибудь пойти. Тогда ему стало грустно, что он не сможет увидеть, как она бежит на следующий день на День поля. Она дала ему его ежедневную дозу слюней, и по какой-то причине ему представилось, что он находится под летним солнцем. Он воскликнул, что ему стало тепло во всем теле, и он внезапно почувствовал прилив энергии. Теперь ему стало лучше, и он предположил, что это из-за Юраби. Она, в свою очередь, была рада, что с ним все в порядке. Когда она вернулась домой, ей внезапно стало плохо. Оказывается, ей все это время было холодно, так как под пальто на ней было только бикини. Во время забега Цубаки наконец почувствовал себя лучше, и он был там, чтобы поболеть за свою девушку. Он был загипнотизирован, когда увидел ее ноги, и он был не единственным. Некоторые из их одноклассников парней тоже говорили о ее ногах, и это привело его в бешенство. Прежде чем он успел что-либо предпринять, гонка началась. Ираби была ведущей, так что ей предстояло закончить эстафету. Цубаки, Ока и остальные одноклассники подбадривали ее, когда подошла ее очередь. Все они были поражены тем, как быстро она могла бегать. В конце концов, она смогла превзойти другие команды и одержала победу. По дороге домой Цубаки сказал ей, что у нее есть особый дар, и что она должна присоединиться к команде по легкой атлетике. Он предложил компромисс, чтобы они по-прежнему могли проводить время вместе, сказав, что он был бы рад за нее. Затем Ураби дала ему пососать свой палец, покрытый слюной. Цубаки начал широко улыбаться, из чего она сделала вывод, что он солгал, сказав, что был бы счастлив, если бы она присоединилась к команде по легкой атлетике. Она показала ему свою ногу, на которой была бирка с его именем. Он был потрясен, увидев ее, так как ранее она пропала из его обувной коробки. Она объяснила, что он хотел, чтобы ее ноги принадлежали только ему, и что она предпочла бы прогуляться с ним, чем добиться успеха на беговой дорожке. Он был так тронут, что попытался снова обнять ее, но она быстро отстранилась. Затем она вызвала его на соревнование, которое он был обречен проиграть. Дубаки попал в беду. Ему начали сниться сны о том, как он прикасается к груди Ураби. Было воскресенье, и это было все, о чем он мог думать. Даже мясные булочки, которые сестра предложила ему съесть, напомнили ему об этом. Он отправился в домашнюю библиотеку, чтобы отвлечься. Когда он пришел туда, во всех журналах, которые он читал, были изображены женщины в бикини, так что это совсем не помогло. Вместо этого он решил прогуляться. В итоге он оказался в том месте, где они с Юраби обычно расстаются. Он посмотрел в ту сторону, куда она обычно уходит, и решил пойти в ту сторону. Он оказался в той части города, где раньше не бывал. Оказавшись перед высоким зданием, он посмотрел вверх и подумал, не там ли живет его девушка. Он отбросил эту мысль, поскольку она никак не могла жить в таком шикарном здании. Внезапно Ураби оказалась позади него, когда ехала на велосипеде. Очевидно, она отправилась за продуктами, а на самом деле жила в этом здании. Он решил, что просто бродил по окрестностям и попытался попрощаться с ней. Однако она остановила его и пригласила выпить чаю. Они вошли в здание, и он узнал, что она живет на 10-м этаже. Ее родителей тоже не было поблизости, так что они были совершенно одни. Она оставила его в своей комнате, чтобы приготовить чай. Он воспользовался возможностью осмотреться и даже уткнулся лицом в ее кровать, которая пахла для него божественно.
торжественно. Когда она застукала его за этим занятием, он тут же выдал неубедительную отговорку, что думал о том, как эта кровать подходит для ее спины. Внезапно начался дождь, и небо стало по-настоящему темным. Робби встала, чтобы включить свет, но внезапный раскат грома и вспышка молнии заставили ее споткнуться и упасть. Он подхватил ее и спросил, не ушиблась ли она. Затем он заметил, что его рука находится прямо у нее под грудью. Он понял, что это его шанс. Он медленно протянул руку, чтобы пощупать их, но она сразу же обратила на это внимание. Она быстро вскочила и через несколько секунд направила ножницы прямо ему в лицо. Она все больше убеждалась, что у него что-то на уме, поэтому он был вынужден признаться в своем сне и в том, как он чувствовал ее грудь во сне. Затем она некоторое время смотрела на него, прежде чем сунуть руки под рубашку и дотронуться до своей груди. Затем она намазала палец слюной и заставила его облизать его. Так он смог почувствовать, на что похожа ее настоящая грудь. Пережив это, он прослезился по причинам, которых даже не понимал. Она жалилась над ним и предложила ему потрогать ее грудь, если он захочет. Он заколебался и начал говорить, что им следует учитывать свои взаимные чувства и не увлекаться. Она сосчитала до 3, и если время истечет, он упустит свой шанс. Когда она досчитала до 3, он протянул руку, чтобы коснуться ее груди. Он был взволнован и не верил, что действительно это чувствует. Он даже чувствовал биение ее сердца. Он увлекся и повалил ее на землю. Она особенно испугалась, когда он начал лизать ее ухо. Из ее глаз потекли слезы, и когда Цубаки собрался поцеловать ее в губы, он увидел, что она плачет. Он сразу почувствовал себя виноватым и извинился перед ней, прежде чем выбежать из дома, несмотря на то, что шел дождь. В школе после того, как они поели, Юраби дала Аке свой палец, на котором была ее слюна. Когда Ака попробовала его, она сразу почувствовала, что ее тело стало горячим, а щеки запылали. Она сразу же пришла к выводу, что Юраби и Цубаки недавно что-то сделали. Юраби призналась, что они что-то сделали, и она почувствовала себя странно из-за этого. Она не привыкла к таким ощущениям. Ака объяснила, что для нее нормально чувствовать такие вещи, когда ты влюблен. Юраби была так смущена, что резко поблагодарила Аку за еду и убежала прочь. Тем временем Цубаки все еще чувствовал себя виноватым за то, что он сделал. Он думал, что потерпел неудачу как мужчина из-за того, что сделал со своей девушкой, и низко поклонился Юраби, когда они встретились, заставив ее плакать. Юраби сказала ему, что она не сердится, а просто убеждает его вернуться домой. Когда она уже собиралась пустить ему слюни, он остановил ее, сказав, что не имеет права, пока она не ударит его первой. Она предупредила его, что ее пощечина будет болезненной, но он был настроен решительно. Она сильно ударила его, и он не избежал этого. Затем она сказала ему дотронуться до ее уха, что он и сделал. Когда он нажал сильнее, по ее щекам потекли слезы. Он сказал ему, что изменил ее тело. Он начал извиняться, но она сказала ему, что ей понравилось это ощущение. Затем она заявила, что тоже несет ответственность за случившееся, поскольку позволила ему прикоснуться к своей груди. Она сунула палец ему в рот и почувствовала вкус слюны. На ее щеках появились синяки, похожие на те, что были у Цубаки, и она хочет разделить его боль. Он погладил ее по израненному лицу и сказал, что ей не следовало этого делать, так как он никогда не хотел видеть синяк на лице женщины, которую он так сильно любил. Юраби смущенно поклонилась, протягивая ему свой покрытый слюной палец. Он взял его в рот, и как только он закончил, взволнованный Юраби убежал прочь. Юраби ходил в школу с самым нелепым изголовьем кровати. Цубаки подумала, что ей следует позаботиться о своих волосах, так как он уже почти выздоровел. Ака заметила ее растрепанные волосы и предложила привести их в порядок. Она забрала ее из класса и сделала ей новую прическу. Она заплела волосы в косички, и внезапно все ее лицо стало видно всем. Когда она вернулась, все были поражены ее преображением. Дело не в том, что ее челка не закрывала все лицо. Когда у них был урок физкультуры, ребята бегали кругами, но большинство из них были сосредоточены на девочках, которые играли в волейбол. Они уделяли особое внимание Юраби, хваля ее за внешность. Цубаки был взбешен их комментариями. Они так сильно разозлили его, что он побежал так быстро, как только мог, чтобы опередить их. По дороге домой он спросил ее, собирается ли она завтра носить ту же прическу. Она ответила, что сделает это, если Ака решит сделать это снова. Затем он осторожно спросил ее, может ли она вернуться к своей старой прическе. Он подумал, что это несправедливо, что другие могут так открыто видеть ее лицо, в то время как он сам редко это делал. Она спросила его почему, но он не смог дать ответа. Она сняла резинки с волос и попросила его руки. Он был смущен, но позволил ей взять их. Она надела их себе на голову и спросила, не испортил ли он ей прическу. Она проинструктировала его хорошенько их растрепать, пока ее волосы не придут в норму. Затем она сказала ему, что больше не будет менять прическу, если он этого захочет. Он пришел к выводу, что ее самая симпатичная прическа была обычной. На следующий день Ака взволнованно сказала ей, что они должны сделать ей другую прическу. Однако Юраби отказался от этой идеи. Несмотря на то, что Ака пыталась убедить ее, она была непреклонна в своем решении. Ака тогда решила, что она отказывается, потому что Цубаки попросил ее об этом. Она решила, что это из-за того, что он был собственником Юраби. Несколько дней
дней спустя одна из их одноклассниц показала другие фотографии Юраби, на которых она сменила прическу. Он продавал ее фотографии за 300 иен. Цубаки кипел от злости, наблюдая, как этот парень-одноклассник восхищается фотографиями своей девушки. Он был так зол, что раздавил газировку, которую держал в руках. Его одноклассники не знали, что Юраби принадлежит ему. Однако ему стало любопытно, когда мальчики начали говорить о том, как она похожа на популярного кумира Мамоку и Маи. Он захотел узнать, так ли это на самом деле. Поэтому, когда они с Юраби расстались на день, он пошел в книжный магазин, чтобы купить фотокнигу Айдола, и слухи оказались правдой. Она действительно была похожа на Юраби. Он сразу же купил ее и уже собирался уходить, когда Юна увидела его там. Он быстро убежал, прежде чем Юна успел его допросить. Позже тем же вечером он посмотрел на фотографии и был поражен поразительным сходством. Он подумал, что купить это было хорошей идеей. Когда они с Юраби были вместе, Цубаки попрощалась с ней сразу после того, как он получил свою ежедневную порцию слюней. Однако, прежде чем он смог уйти, Юраби остановила его. Она спросила его, купил ли он альбом Мамакая Амы. Он был шокирован тем, что она узнала об этом. Оказывается, Юна рассказала об этом Аке, который затем рассказал Юраби. Он злился, что не заставил Юна замолчать. Он сказал ей, что Айдол понравилась ему только потому, что она была похожа на нее. Юраби попросил показать фотографии, и она приказала ему достать их, пока ждала в парке. Когда он вернулся, он с энтузиазмом показывал, насколько они похожи друг на друга. Она расспрашивала его о его любимой фотографии этой компании. Он просмотрел альбом и с энтузиазмом показал ей фотографию, на которой Айдол ярко улыбается. Внезапно она достала ножницы и разрезала альбом на кусочки. Затем она напомнила ему, что он ее парень, так что ему не понравились айдолы, которые были похожи на нее. Он понял, что ревновал не только он, но и она. Цубаки отправился покупать очередной альбом Мамакай Май. Он знал, что должен быть осторожен с Юраби, так как она может снова его разрезать. Почему она не могла понять, что Айдол нравилась ему только потому, что она напоминала ему ее саму? Когда он выходил из магазина, то столкнулся с кем-то с короткой стрижкой. Это был Хаикава. В итоге они пошли гулять вместе. Он завел с ним разговор об их бывших одноклассниках. Он упомянул, что у Юны есть девушка, и она спросила, есть ли она и у него. Через мгновение он стал отрицать, что она у него есть. Затем она сказала ему, что знала, что он постоянно смотрел на нее в старших классах. Она знала, что нравилось ему все эти 3 года. Она сказала ему, что ее парень недавно расстался с ней. А потом она призналась, что ей было приятно услышать о том, как она ему тогда нравилась. Она извинилась за это, но он сказал ей, что если известие о том, что он влюблен в нее, поможет ей вернуть уверенность в себе, он будет говорить об этом чаще. Затем он вспомнил, как взял прядь ее волос домой и поместил ее в пластиковую капсулу, а затем попытался понюхать это. Он остановился и спросил ее, не кажется ли ей это жутким. Она заверила его, что это не так, потому что она также принесла домой кружку от мальчика, который ей нравился. Он сказал ей, чтобы она не расстраивалась из-за разрыва отношений, и продолжал хвалить ее за то, что она замечательная девочка. Она искренне поблагодарила его, но начала плакать. Он не знал, что делать, так как понял, насколько тяжелым было расставание. Когда она снова подняла глаза, он заметил, какая она милая, и как у нее изо рта потекли слюни. Он начал подумывать о том, чтобы попробовать слюни другой девушки. Она спросила, могут ли они продолжать встречаться, чтобы иногда поболтать. Он позволил своему импульсу взять верх и сказал ей, что если только она позволит ему попробовать ее слюни, то он сможет это сделать. Он понял, что только что сказал, и отчаянно попытался взять свои слова обратно, но к его удивлению она согласилась. Она вынула свой покрытый слюной палец изо рта и протянула ему. У него возникло искушение попробовать его на вкус, но образ Юраби, говорящего ему, что слюни — это их связь, заставил его остановиться. Он поклонился Хаикаве и извинился за то, что ей пришлось зайти так далеко. Наблюдая за его поведением, она безошибочно догадалась, что у него действительно есть девушка. Она узнала, что он попробовал слюни своей девушки и что они были такими сладкими. Она бросила ему вызов, что ее слюни могут оказаться слаще, но Цубаки все равно отказался сдаваться. Она спросила его, как зовут его девушку, и, узнав это, попрощалась с ним. Позже Юраби прогуливалась, когда кто-то подошел к ней. Это была Хаикава, и она с энтузиазмом представилась ей. Юраби сказал ей, что она уже знает, кто она такая. Хаикава был шокирован тем, что она также знала о чувствах Цубаки к ней. Хураби прямо спросил ее, чего она хочет, и тогда Хикава достал брошюру и дал ей. Она объяснила, что в их школе проходит культурный фестиваль, и она хочет, чтобы она его посетила. Она даже упомянула, что там будет Цубаки. Однажды поздно вечером Хикава позвонил Цубаки, чтобы встретиться с ним. Он выбежал из дома, чтобы встретиться с ней наедине у телефонной будки. Он забеспокоился, когда увидел, что у нее на щеке синяк. Она сказала ему, что это от ее парня, который хотел ее вернуть. Он был так зол из-за того, как с ней обошлись. Затем Хаикава попросила его пойти в воскресенье на культурный фестиваль и притвориться ее парнем, чтобы ее бывший оставил ее в покое. Он не хотел этого делать из-за своей девушки, но она сказала ему, что у нее больше никого нет, поэтому он согласился быть ее парнем на 1 день. Прежде чем вернуться домой, она вытерла синяк со своей щеки влажной тряпкой. Оказалось, что синяк был просто нанесен косметикой. Во время их ежедневных занятий Юраби спросила его, что он делал в воскресенье. Он сказал ей, что пойдет за покупками с Юна. У Юраби, очевидно, появились какие-то подозрения. Ее догадка отчасти подтвердилась, когда Ака сказала ей, что Юна собирается с ней на культурный фестиваль,
а это значит, что он определенно не был с Цубаки в воскресенье. В день культурного фестиваля Цубаки чувствовал себя виноватым из-за того, что собирался сделать. Он огляделся и увидел, что все были одеты в костюмы. Он был удивлен, когда увидел, что Хаикава была одета так же, как и она сама в старших классах. Цубаки и Хаикава прогуливались неподалеку. Он заметил, как она цеплялась за него. Он сказал ей, что ей не обязательно так держать его за руку, но она настояла на своем, сказав, что это для того, чтобы ее бывший увидел, что у них близкие отношения. Без его ведома Оя и Ока тоже были там. Ака притворялась горничной в кафе для прислуги, что привело Оя в замешательство. Он разозлился, когда какие-то парни подошли к Аке и попросили сфотографироваться, поэтому он вышел из кафе. Ака подумала о том, как ее бойфренд ведет себя подобным образом, когда парни заговаривают с ней. Она случайно выглянула в окно, выходящее на противоположное здание, и увидела Цубаки с другой девушкой. Хаикава привел Цубаки в заброшенный класс, а Ака последовала за ними. Она слышала, как они разговаривали о времени, проведенном вместе в младших классах средней школы. Хаикава заставила его вспомнить то время, когда он хотел обнять ее, когда они любовались закатом. Она сказала ему, что он может обнять ее в этот момент, а он ответил, что не может, потому что у него есть девушка. Она спросила его, угасли ли его чувства к ней, но он не ответил. Она сняла свой парик и сказала ему, что не может с этим смириться. Она заставила его потрогать ее волосы и сказала, что отрастит их, если он станет ее парнем. Он снова напомнил ей, что у него уже были отношения. Но она не сдавалась. Она настояла, чтобы он тоже попробовал ее слюни, прежде чем выбирать между ней и Араби. Она протянула ему свой покрытый слюной палец, и ему было трудно отказать ей. Ака уже собиралась вмешаться, когда человек в костюме робота остановил ее. Это был араб. Она вошла в комнату и заявила, что Хаикава был прав. Цубаки был так поражен тем, что там была его девушка, но она просто продолжила, что согласна с тем, что они должны позволить Цубаки самому решать. Она предложила, чтобы они с Хаяковой поиграли в камень-ножницы-бумага, пока ему завязывают глаза. Тот, кто выиграет, даст ему попробовать свои слюни, и он должен будет угадать, что именно. Они согласились сделать это, и Яраби победил. Она намазала палец слюной и дала ему пососать его. У него пошла кровь из носа, и он сразу понял, что это арабы. Затем она воспользовалась ножницами, чтобы разрезать свой костюм робота и показать, что она полностью обнажена. Она объяснила, насколько сильной была их связь друг с другом. Хаикава, однако, по-прежнему вел себя вызывающе. Она также сняла с себя одежду и потребовала, чтобы Цубаки тоже попробовал ее слюни. Он колебался и даже спросил Юраби, не возражает ли она против этого. Она дала ему свое согласие, так что он уже собирался пососать палец Хаяковы, но она начала плакать. Юраби объяснил, что это были слезы отвержения, и она бы не плакала, если бы действительно любила Цубаки. Они узнали, что у Хайкавы самой никогда не было ничего, кроме безответной любви. Она заплакала еще сильнее, скорчившись на земле, и объяснила, что человек, который ей нравился, всегда любил кого-то другого. Он упал на колени и попытался утешить ее добрыми словами, но Юраби остановил его. Она помогла ей встать и велела открыть рот. Хаикава сделала так, как ей было сказано, и Юраби засунула пальцы ей в рот. Она попробовала свои слюни и воскликнула, что они невероятно сладкие, заверив ее, что когда-нибудь она найдет кого-нибудь, кто ответит ей взаимностью. Тем временем Цубаки принял вертикальное положение и начал двигаться, представляя, как он пробует слюни Хаяковы на вкус. С его глаз упала повязка, и он смог увидеть их обнаженными. Ака вошла в комнату, чтобы привлечь внимание других девочек к тому, что краснолицый Цубаки уже видел их. Он получил 2 сильные пощечины от девочек, но упал на пол с улыбкой на лице. С самого начала культурного фестиваля все, о чем мог думать Цубаки, когда смотрел на Яраби, это о том, что он видит ее обнаженной. Это просто не выходило у него из головы. После того, как она дала ему обычное количество слюней, она попросила, чтобы он тоже немного их пустил. Он отчаянно отказался, сказав, что плохо себя чувствует. Она отвлекла его, указав на что-то вдалеке и сунув палец ему в рот. Она попробовала это на вкус, несмотря на то, что он пытался ее остановить. Она покраснела, и все ее тело стало горячим. Она спросила его, почему он так себя чувствует, но он бросился прочь от нее, умоляя ее не спрашивать его почему. Его проблема никуда не делась, и каждый раз, когда он смотрел на нее, ему казалось, что он видит сквозь ее одежду. Когда они возвращались домой, она дала ему обычное угощение, но когда он закончил сосать ее палец, у него внезапно закружилась голова. Когда его взгляд упал на нее, он увидел только ее обнаженное тело. Он больше не мог этого выносить и обнял ее. Она вывернулась из его объятий и вытащила ножницы. Он быстро протянул свой носовой платок, и тот разлетелся на кусочки за считанные секунды. Я извинился перед ней, но она заметила, что у него на лбу была небольшая кровоточащая рана. Она была потрясена и снова просила у него прощения. Он пытался сказать ей, что все в порядке и что это всего лишь царапина, но она настояла на том, чтобы они поехали к ней домой и обработали рану. Они поехали к ней домой, и она продезинфицировала его рану. Она искренне извинилась и объяснила, что обычно не промахивается мимо цели. Он был полностью согласен с этим, но упомянул, что промахиваться было не в ее характере. Она сказала ему, что это, вероятно, из-за сна, который приснился ей прошлой ночью. Он спросил ее, о чем это было, но вместо ответа она дала ему пососать свой покрытый слюной палец. Однако с ним произошло то же самое. Он начал видеть ее полностью обнаженной. Он запаниковал, понимая, что может снова обнять ее. Он сказал ей, что пойдет домой, но она остановила его, так как еще не закончила обрабатывать его рану. В отчаянной попытке убежать он случайно толкнул ее слишком сильно, и она упала на кровать.
Он тут же пожалел о том, что сделал, и подошел ближе, чтобы извиниться. К сожалению, он наступил на аптечку и споткнулся. Он собирался приземлиться на нее сверху, но знал, что это разозлит ее. Поэтому, используя ногу, он изменил направление своего падения и в итоге ударился головой о раму кровати. Ираби быстро проверил, все ли с ним в порядке, и объяснил, почему он это сделал. Она подошла к нему и обняла, сказав, что лучше бы он обнял ее, чем причинил боль. На следующий день Цубаки увидел, что у Юна тоже была травма лба. Очевидно, Ака хотела подстричь ему челку ножницами, но у нее это не очень хорошо получалось. Он также принес с собой немного марли, но она была разрезана на куски, потому что Ока тоже хотела разрезать марлю сама. Цубаки решил, что Ака пытается скопировать Ярабе. Девочка по имени Савана внезапно подошла к нему и сказала, что их учитель хочет его видеть, потому что они вдвоем должны были это сделать. Она заметила, что марля у него на лбу отваливается, поэтому она сорвала ее и заменила пластырем. Он был в ужасе от того, что она сняла марлю, которую наложил на него Юраби. Позже он попросил ее вернуть, чтобы наклеить поверх пластыря. Когда Юраби увидела его снова, когда пришло время идти домой, она увидела, что на нем снова была марля. Она была явно тронута тем, что он хотел носить ее как можно дольше. Когда они занялись своими обычными делами, он чуть было не обнял ее. Однако именно она наклонилась ближе, чтобы обнять его. Осознав, что он обнимает ее, он запаниковал и немедленно отступил в сторону. Она объяснила, что это она хотела, чтобы ее обняли. Пока сестра Цубаки ходила по магазинам, Юраби увидел ее. Она решила представиться еще раз, и Юка Цубаки запомнила ее как ту, которая всегда приносила записки для своего брата. Когда Юраби собралась уходить, Юка пригласила ее пойти с ней. Она пригласила ее в кафе и позволила заказать кофе. Она схватила униформу Юраби, чтобы посмотреть, осталась ли она прежней на ощупь, и хотя она была поражена, Юраби позволил ей это сделать. Юка объяснила, что она училась в той же средней школе, что и Цубаки. Затем она спросила ее, знает ли она что-нибудь о том, с кем встречается ее брат. Юраби покраснела и стала отрицать, что ей что-либо известно. Юка рассказала ей о человеке, который ей нравился еще в старших классах, с которым она некоторое время встречалась. Она вдруг захихикала над тем, что произошло накануне, когда Цубаки застукал ее спящей и заметил, что у нее текут слюни. Ни с того ни с сего он спросил ее, есть ли у нее парень. Она подумала, что это такой странный вопрос, но она вспомнила, как ее парень сфотографировал, как она пускает слюни во сне. Он сказал ей, что она симпатичная. Ираби стало любопытно, и он спросил ее, что произошло между ней и ее школьным парнем. Она объяснила, что он поступил в университет и просто отдалился от нее. До этого момента она все еще сомневалась, сохранилась ли у него ее фотография. Юка спросила ее, есть ли у нее кто-то, кто ей нравится, и она ответила, что да. Сестра Цубаки воскликнула, что было бы здорово снова оказаться в ее возрасте. После разговора они попрощались, и Юка пообещала, что запомнит свое имя. Цубаки, Юка и их папа посетили могилу своей мамы в один мирный день. Они почистили ее надгробие и выложили ее любимый вишневый моти. Все трое помолились перед уходом. Пока они гуляли, Юка рассказала о том, как она рассказала их матери о Цубаки. Она заявила, что будет растить его правильно, пока он не найдет работу, как это сделала бы их мать. Цубаки была сбита с толку этим, заявив, что ей не нужно было так долго ждать, чтобы подготовиться. Отец даже добавил, что они с Цубаки могут сами о себе позаботиться. Юка возмущенно ответила, что они даже не умеют готовить, кроме как в микроволновой печи. Юраби и Цубаки возвращались домой, и Юраби сказала ему, что в прошлую субботу столкнулась с его сестрой. Он был шокирован и спросил ее, о чем они говорили. Она сказала ему, что речь шла о парне, который был у нее, когда она училась в старшей школе. Когда он спросил, вместе ли они до сих пор, она ответила, что после окончания школы они разошлись. Затем Хираби спросила его о вишневом моти, которое подарила ей его сестра. Он объяснил, что это потому, что их мать любила вишневый моти. Они посетили ее могилу вместе с его семьей. Она слушала его рассказ о том, что он почти не помнил свою маму с тех пор, как был маленьким, когда она умерла. Затем она сказала ему, что хочет вместе с ним посетить могилу его мамы. Он согласился, и в воскресенье они встретились на вокзале. Когда он увидел ее, он был ошеломлен. Она принесла цветы, какие-то подношения, и, что особенно важно, на ней было модное платье. Он не понимает, почему она была так одета. Когда они приехали туда, она положила свои подношения и цветы на могилу. Она даже помолилась за его мать. Когда она встала, то объяснила, что надела это платье, потому что хотела хорошо выглядеть при встрече с его мамой. Юраби позже спросил, каким человеком была его мать, но он ничего о ней не помнит. Он даже не помнил, что чувствовал, когда она умерла. Она велела ему дотронуться до могилы левой рукой, и они обменялись бы слюной друг с другом. Несмотря на то, что он не понимал, что происходит, он сделал так, как ему было сказано. Для Цубаки все это было так приятно. Для него это было совершенно в новинку. Когда он открыл глаза, то увидел, что Юраби плачет. Он спросил ее, почему, и она ответила, что хотя он и не мог вспомнить, он сильно плакал во время похорон своей матери. Она проливала те же слезы, что и он в тот день. Юраби говорит, что несмотря на это, он больше улыбается, чем плачет, и это из-за его семьи. Она призналась, что хотела бы быть таким же человеком и по отношению к нему. Слезы сильнее потекли по щекам Цубаки, но он нежно улыбнулся ей. Его сердце наполнилось радостью, когда он услышал проникновенные слова своей таинственной подруги.